It was 50 minutes for sharing, right? 50, yes, 50. Как я поняла. Но меня зовут Катя, я алкоголик, и я очень рада быть здесь сегодня. Я прошу прощения заранее, потому что мой интернет сегодня не очень, так что есть технические проблемы, так что периодически, может быть, будет, не знаю. Okay. Break up. Okay, so I was trying to think of what it was like to be an alcoholic woman. Я постаралась задать себе вопрос, что это, как это быть женщиной-алкоголиком. And I realized that I can only speak to my own experience. И я пришла к выводу, что я могу говорить только о своем личном опыте. But my experience is to many women alcoholics that I've sponsored. So I think we have a lot of things in common, we women. Но мой опыт очень похож на опыт женщин-алкоголиков, которых я спонсировала, поэтому я думаю, что мы, женщины-алкоголики, у нас очень много общего. So I started drinking when I was 12 years old. I started drinking alcoholically when I was 12. Я начала пить, когда мне было 12. And the first time I got drunk, I threw up and got sexually molested by somebody I don't know. Первый раз, когда я выпила, я напилась, и меня сексуально, ну, то есть меня изнасиловали, я даже не знаю кто. And that kind of was how I drank for most of my drinking. I would get drunk, I would get out of control, and I would end up in bed with somebody or getting raped. Ну и, собственно, такой был у меня процесс питья. Я напивалась, теряла контроль, заканчивалось тем, что я оказывалась в постели непонятно с кем, или меня насиловали. When I was 21, I was drinking in a bar, and a couple of guys took me home, and I was gang raped and beaten over the course of 3 days. Когда мне было 21, я пила в баре, пару ребят пригласили меня к себе домой и насиловали и избивали 3 дня. And the reason why I'm talking so much about sex is because for women on the streets, there's always the fear of rape or molestation. Many of us have been victimized like that. Единственная причина, по которой я делаю такой акцент на сексе, это потому что женщина, когда она на улице, у нее очень высокий риск быть изнасилованной или Say it again. I said escarblenia. Is that the word? Sexual abuse? Yes. Сексуально домогались. То есть очень высокий риск сексуального домогательства или изнасилования. The other thing about women who are drinking on the streets is we learned very early on, I learned very early on that I could trade sex for whatever I needed, drugs, money, food. Еще одна особенность женщин-алкоголиков, которые пьют и оказываются на улице, это то, что я, например, лично очень рано поняла, что я могу использовать секс для получения всего, что мне нужно: наркотиков, алкоголя, еды. Кейт? Hello?
Kate, Кейт. we lost you. Okay, I got dropped. Технические проблемы. Can you hear me? Да. Okay. Did you translate that last little bit? Yes, about trading sex for food and drugs and alcohol. Yeah. Okay. So I'm sure I've never been a man, so I don't know what it's like to be a male alcoholic. Я никогда не была мужчиной, поэтому я не знаю, что такое быть мужчиной-алкоголиком. But I do know that for women, it's very dangerous on the streets. We run the risk of getting raped, kidnapped, beaten. Many of us have gone through that. Но для женщин-алкоголиков, как я уже сказала ранее, очень высокий риск быть куда-то вывезенной, избитой, изнасилованной. И очень многие из нас прошли через это. And in my life, when that happened to me, what I did with that was I didn't grieve. I just blamed myself and started hating myself, thinking that I was at fault. И в моем случае, когда со мной все это происходило, я не позволяла себе испытывать скорбь. Я начинала винить себя, ненавидеть себя и винить себя в том, что все, что произошло, произошло по моей вине. And so my experience, I never learned about love or trust or sexual intimacy because of love. Так что мой опыт такой, что я никогда не знала, что такое любовь, сексуальная близость по любви. I never learned to trust or to rely on. Я не умела доверять или полагаться на мужчин. And so when I was drinking, my relationships with men were all about either being sexually abused or using sex to get something that I needed or wanted. Поэтому в моем случае, когда я употребляла, все сводилось к тому, что или меня сексуально домогались и использовали, или я использовала секс для получения чего бы то ни было. And so when I finally came to Alcoholics Anonymous, когда я пришла в анонимные алкоголики, наконец-то, that way of thinking didn't change. It's all I knew. Этот образ мышления, он не изменился, потому что это было все, что я знала. So when I was 90 days sober, a man in AA 13th stepped me. You were 90 or 19 days? 3 months. Поэтому, когда я была трезва 3 месяца, мужчина в AA сделал со мной 13-й шаг. But it wasn't entirely his fault. Но это не была полностью его вина. Because I came to Alcoholics Anonymous acting like a drunk, even though I wasn't drinking. Потому что я пришла в анонимные алкоголики и продолжала вести себя как алкоголик, несмотря на то, что я уже не пила. I wore extremely short skirts and see-through tops.
Я носила очень короткие юбки и прозрачные кофточки. I would be very sexually suggestive with men in AA. Я выглядела очень сексуально доступной с мужчинами в АА. I flirted a lot Я очень много флиртовала, because it's all I knew. потому что это все, что я умела. And a lot of women in my early sobriety would tell me to stop acting like a whore. И очень много женщин, как в моей ранней трезвости, говорили мне: перестань вести себя как проститутка, как шлюха. But I didn't know how. Но я не знала, как. And I think that's true of many women who come to AA. We don't know how to have normal relationships with men. И я думаю, что это также относится к множеству женщин в АА. Мы просто не знаем, как иметь нормальные, заводить нормальные отношения с мужчинами. So when I got 13th step, it broke my heart and nearly got me drunk. I nearly got drunk. Так что, когда со мной сделали 13-й шаг, это разбило мне сердце, и я почти сорвалась. Because I thought Alcoholics Anonymous was one place in the world that I could be safe. Потому что до этого я думала, что анонимные алкоголики — это единственное место в мире, где я могу чувствовать безопасность. And it wasn't true. И получилось, что это не так. It felt like AA was just like all the bars, that the men were there to use me and that I had to be very, very careful. Выглядело так, что АА очень похоже на бары, где мужчины используют меня. А что происходит? Еще раз повторю. Получалось так, что АА — это то же самое, что и бары, где мужчины использовали меня. И, извините, где мужчины... I'm sorry, can you repeat it? It felt like AA was just like all the bars, that the men there would use me and I had to be very careful and guarded. Ага, то есть АА для меня стало похоже на бары, где мне нужно было быть очень осторожной с мужчинами, чтобы не быть использованной ими. And happily for me, around the time that I was getting 13th step, I got a sponsor, Noah, who understood what it was like to try to get sober as a woman. К счастью для меня, в то время, когда со мной сделали 13-й шаг, я обрела спонсора. Это была женщина, ее звали Ноа, и она понимала, что такое стараться протрезветь. So she understood that what I needed was just enough time off of the streets and in a safe place so that I could learn how to trust people. Enough of the kind? That's what you said? Sorry. I'm sorry. I said I just needed enough time, время. To get off the streets and to learn how to trust people, right? И она понимала, что все, что мне нужно, это время для того, чтобы научиться, как убраться с улицы и научиться доверять другим людям. And so one of the things that I had to do in my early sobriety was I had to go 1 full year with no one-on-one contact with any men. И мне пришлось начать с того, что целый год в начале моей трезвости
Я прожила без контакта один на один с каким-либо мужчиной. And the reason for that is because I knew how to manipulate men and I knew how to use sex to get what I wanted. И причиной для этого было то, что я знала, как манипулировать мужчинами, и я знала, как использовать секс для того, чтобы получить то, что я хочу. But I didn't know who I was, what I wanted, or how to talk to women. How to talk to women or to men? To women. Hated women. Я не знала, кто я не знала, чего я хочу, я не знала, как общаться с другими женщинами, я их ненавидела. And Noah understood that if I could have an affair, I would rather do that than work the fourth step. Ноа понимал, мой спонсор понимала, что если у меня будет возможность завести интрижку, то я скорее сделаю это, чем сяду писать четвертый шаг. And so she made me commit to absolutely no contact with men for 1 full year. Поэтому она заставила меня дать слово, что я не буду контактировать с мужчинами в течение целого года. And that meant if a man sat next to me at an AA meeting, I had to get up and move. И когда мужчина садился рядом со мной на собрании АА, мне нужно было встать и пересесть. I couldn't take a ride from a man to AA or from AA. Я не могла принять, использовать предложение подвести меня на группу или с группы домой от мужчины. I couldn't even have eye contact with men in AA meetings. Мне даже запрещалось иметь визуальный контакт с мужчиной во время группы. Because I know you guys know this, that I can communicate with my eyes to a man exactly what I would like and how interested I am. I can flirt with my eyes. Потому что мужчины понимают это. Женщина может флиртовать глазами. Я знаю, как глазами сказать то, что мне нужно. So that year that I had no contact with men, I worked on the steps. I got through the steps and I started developing a relationship with myself and my higher power. И вот в течение этого первого года, когда у меня не было никаких контактов с мужчинами, я работала по шагам, я начала разбираться в отношениях с самой собой и строить отношения со своей высшей силой. And it was a wonderful year. I got to find out who I was, what I liked, without trying to attract a guy or try to make somebody happy or try to make somebody love me. И это был прекрасный год. Я занималась тем, что изучала себя, что я хочу, что мне нравится, без потребности использовать мужчину или обрадовать кого-то, сделать кого-то счастливым. And then after a year, Noah told me I had to start dating. А потом через год спонсор сказала мне, что мне надо начать встречаться. And I didn't want to. И я не хотела. I was terrified. И мне было страшно. I was just sober enough to understand how sick I was in the relationships.
Я протрезвела достаточно для того, чтобы понимать, насколько больна я была в взаимоотношениях с мужчинами. Because I understood that when I was brand new in the program, if a man wanted to be with me, oh, go ahead. Я поняла, что когда я только-только пришла в программу, go ahead. If a man wanted to be with me, if a man wanted to be with me, если мужчина хотел со мной быть, as sick as I was, был настолько же болен, насколько я была больна, then when I got sober, he would be way too sick for me. Что я поняла, что когда я протрезвею, этот человек будет слишком болен для того, чтобы я с ним продолжала отношения. Ну, другими словами, что меня мог... Uh-oh, I froze. Очень больной человек. Ah, yeah, good. So when Noah told me I had to start dating in Alcoholics Anonymous, I was really scared and I did not know how. She told you to start dating with other AA members, or? Yes. Ага. Men in AA. Поэтому, когда мой спонсор сказала мне, что мне надо начать встречаться с другими мужчинами из AA, я очень испугалась. So we had to set up some rules. Нам нужно было установить какие-то правила. I was not allowed to kiss a man until we had 3 dates. Мне нельзя было целоваться с мужчиной до 4-го свидания. And I couldn't sleep with him until I had 5 dates. You couldn't what? Go to bed with him, sleep with him until after 5 dates. Have sex with him until after 5. И мне нельзя было заниматься сексом с этим человеком до 6-го свидания. And those rules gave me enough time to learn how to talk to a man first and have a relationship first. И эти правила, они дали мне возможность выучить, понять, как сначала научиться разговаривать с мужчиной и выстраивать отношения сначала. And it was the big book says that AA doesn't want to judge anybody's sex life, that we ask God to shape it for us. Большая книга говорит, что мы не собираемся судить ничье сексуальное поведение, что мы просим Бога помочь нам сформировать наш идеал сексуального поведения. And in that time of dating men in AA, I realized that I did not want to have sex unless I was in a committed relationship. И в то время, когда я встречалась с мужчинами из AA, я поняла, что я не хочу иметь секс с человеком, если у меня с ним нет каких-то преданных уже, четко очерченных отношений. That I was a child of God and that my sex powers were God-given. Not Я была ребенком Господа, и мои сексуальные возможности были дарованы мне Богом не для того, чтобы ими злоупотреблять. So they're not to be used lightly or ignored. Или их игнорировать. And in this way, I learned how to love. И таким образом я научилась любить. I learned how to trust men. Доверять. I learned how to have a relationship with a man and respect men.
иметь отношения с мужчиной, уважать мужчину. I learned how to see men as my friends and brothers, not as people to use or to be afraid of. Относиться к я научилась относиться к мужчинам как к друзьям и собратьям, а не как к предметам, которые подлежали использованию. And that wouldn't have happened if the men in AA had not left me alone when I asked them to. Но этого бы не случилось, если бы мужчины в АА не прекращали взаимоотношений со мной, как только я их об этом просила. And it's been a wonderful gift. I've gotten married to a man that I love and respect. И это был прекрасный подарок, потому что я вышла замуж за человека, которого я люблю и уважаю. He's my best friend, and I'm his best friend. Он мой лучший друг, и я его лучший друг. And we have a wonderful life together, and he would agree. И он согласится со мной, когда я скажу, что у нас прекрасная жизнь совместная. And that's because I was able to take an honest and thorough sexual inventory and then turn my sex life over to the care of God as I understand him. И все это потому, что я была способна сделать очень тщательную и честную сексуальную инвентаризацию, а потом вручить свою сексуальную жизнь, свои взаимоотношения Богу, как я его понимаю. I've taken, since I've been sober so long, I've taken numerous inventories and numerous sexual inventories. Поскольку я трезва была уже так, что я трезва столько времени, так долго, я делала очень много инвентаризаций, в том числе сексуальных инвентаризаций. Because the damage that I did to myself by sleeping, by using sex to get things when I was drinking, or by being raped, had to be healed. The damage had to be healed. Потому что тот ущерб, который я сама себе нанесла, когда я употребляла и использовала секс для того, чтобы получать то, что я хочу, этот ущерб должен был быть исцелен каким-то образом, возмещен. Эти раны должны были быть исцелены. And especially that weekend that those men raped me and beat me have left a permanent scar that I'm still working on, permanent internal scar that I'm still working on. I got it. Особенно тот случай, когда меня в течение всего уикенда насиловали, избивали, оставил очень серьезный внутренний шрам во мне, и я до сих пор над этим работаю. At the same time, because I've turned my sex life over to God, I've been able to have lots of close friendships with men. В то же время, потому что я вручила свою сексуальную жизнь в руки Бога, у меня было много дружеских, хороших взаимоотношений с мужчинами. And I've come to understand that men come into Alcoholics Anonymous with their own kinds of sexual pain and abuse. И я обрела понимание того, что мужчины приходят в анонимные алкоголики со своей собственной болью, связанной с сексуальными вопросами.
The big book says we all have sex problems. We would not be human if we didn't. Большая книга говорит, что у нас у всех есть сексуальные проблемы, что мы не были бы людьми, если бы у нас не было сексуальных проблем. So as a woman in Alcoholics Anonymous, some of what I need to do is to treat my brothers with respect and kindness. Как женщина, член сообщества анонимных алкоголиков, я должна относиться к своим братьям, собратьям по несчастью, с любовью и добротой. Because even if I don't understand it, I know they too are struggling with various problems, not just alcoholism. Потому что даже если я этого не понимаю, они все тоже страдают от своих собственных проблем. Даже, и эти проблемы не обязательно должны быть связаны с алкоголем. And I know more people in AA who have gotten drunk around the question of sex, both men and women. Я знаю очень много людей в анонимных алкоголиках, которые срывались по причине, связанной с отношениями между мужчиной, с сексуальными отношениями. And so I'm really glad that Maxime has this meeting because it's an important topic that we don't talk about very much. И я рада, что Максим организовал эту встречу, потому что это очень важная тема, которую не часто поднимают. And so one of the things that he wanted me to talk about was how should a man in Alcoholics Anonymous treat a woman in Alcoholics Anonymous? What do we want? What do we need? И одна из тем, которую Максим хотел, чтобы я осветила, это была тема того, как мужчины в анонимных алкоголиках должны относиться к женщинам в анонимных алкоголиках. Чего мы хотим, что нам нужно. So the most important thing that the men can do for women coming into AA is leave them alone. Самое важное, что может сделать мужчина в анонимных алкоголиках для женщины-новичка, это не трогать ее, оставить ее в покое. Let them have a year to get sober before Дать им you время, start хотя бы год, чтобы протрезветь, прежде чем начать с ними какие-то взаимоотношения. At the same time, if you find yourself very attracted to a newcomer, there's something wrong. You should take your inventory. В то же время, если вы обнаружили, что вы очень сильно сексуально привязаны к женщине-новичку, что-то с вами не в порядке. Нужно внимательнее посмотреть на свою сексуальную инвентаризацию. Because most women coming into AA are pretty darn sick and broken. Потому что большинство женщин, которые только приходят в анонимные алкоголики, очень сильно больны и, как правило, очень сильно поломаны. We have a term for men who prey on newcomers, who flirt with newcomers, who sleep with newcomers. У нас есть термин, который мы используем для определения тех мужчин, которые флиртуют с женщинами-новичками или спят с женщинами-новичками. And pardon my language, but we call them pigeon fuckers.
И простите мой французский, но мы называем их трахателями голубей. Because they, anyway. And so the kindest thing women can do for men and men can do for women in Alcoholics Anonymous for the newcomer is just leave them alone. Let the women sponsor the women, let the men sponsor the men, and let everyone get a little bit of sobriety before you start introducing the question of sex. Так что самое доброе, что может сделать женщина-алкоголик по отношению к новичку или мужчина-алкоголик по отношению к женщине-новичку, это дать возможность им протрезветь, прежде чем поднимать какие-то сексуальные вопросы. The big book says that, well, let me back up. I found for myself a good way to approach any relationship in AA is to use the first tradition. Я нашла для себя самый лучший способ подходить к взаимоотношениям в АА посредством первой традиции. So our common welfare should come first. Наше общее благополучие должно стоять на первом месте. So if I'm trying to use or manipulate a newcomer in AA, that is in violation of the first tradition. Поэтому если я буду пытаться манипулировать или использовать новичка в АА, это является нарушением первой традиции. So the principles of the traditions are a good guideline for how to approach the other sex in AA. Так что принципы традиций это очень хорошие директивы, которые определяют пути подхода к сексуальным вопросам в АА. The other thing that I found very important is to take my sexual inventory, as in the big book. Очень важно также сделать свою сексуальную инвентаризацию, как это описано в большой книге. Especially if I'm thinking about flirting with somebody. Особенно, когда я начинаю думать о том, чтобы пофлиртовать с кем-нибудь. To ask myself those questions. Am I being selfish? Задать себе вот эти вопросы. Эгоистична ли я? Am I being dishonest? Честна ли я? Am I going to hurt somebody? Могу ли я нанести кому-нибудь вред? So I asked those questions that are in the sexual inventory in the big book. And in that way, в таких случаях я задаю себе вопросы, как они, вот эти вот вопросы из сексуальной инвентаризации, как это описано в большой книге, и таким образом that way God can take my sex as well as everything else. I can let God take charge. И таким образом Бог может вмешаться и урегулировать мои сексуальные вопросы так же, как Он регулирует все остальные сферы моей жизни. What is it that women want and what is it that women need? It's the same thing that everybody needs and wants in Alcoholics Anonymous and everywhere else. They need. Возвращаясь к вопросу о том, что хотят и чего, что нужно женщинам в АА, это все то же самое, чего хотят и что необходимо всем любым другим людям в мире. Respect, уважение, acceptance, принятие
And as the big book says, love and tolerance of others is our code. И как говорит синяя книга, любовь и толерантность – наш кодекс. So I know I've focused on sex, and relations with women and men are not just about sex, but it's so important. Я знаю, что я очень много говорю о сексе между мужчинами и женщинами в АА, но эта тема, она очень важна. So I'm going to end a little early in case there are a lot of questions, but I'm very grateful to be here. I'm very grateful to be sober. Я закончу немного раньше, на тот случай, если будет много вопросов. И хочу поблагодарить за то, что я здесь, и за то, что я трезва. So if there's any questions, thank you, Maxime. О, Кейт, it's great, thank you. Друзья, спасибо огромное, спасибо, Кейт, спасибо, Ева. Ребята, пожалуйста, парни, девушки, мужчины и женщины, ваши вопросы. Вопросы мы задаем следующим образом. В Zoom можно назвать, поднять руку, либо в чате, пожалуйста, напишите 3 единицы, и мы дадим вам слово. Друзья, пожалуйста, ваши вопросы. Как раз. Какие вопросы? Ни у кого нет никаких сексуальных отношений. Ты что, Максим? Угу. Тихо, тихо, подожди, не сбивай людей. Да прикалываюсь. Так, я вижу Трофим. Леша, Трофим, пожалуйста, твой вопрос. Я прошу прощения. Трофим нет. Трофим благодарит Кейт. Thanks, Кейт. Виталий, пожалуйста, твой микрофон. Виталий, говори. Виталий, пожалуйста. Привет, Кейт. Привет всем. Виталий, алкоголик. Привет, У меня такой вопрос. Что на сегодняшний день для тебя уважение от мужчины? Секунду. Kate, the question is, what is respect from men for you as of today? What does it mean to you? What is it? what respect? Yep. What does respect from men mean to me today? Yes. I see. Yes. What it means to me today is to listen to me when I'm speaking and not interrupt. Это когда меня слушают. Уважение мужчины для меня, это когда меня слушают, когда я говорю и не перебивают. Not to call me names like bitch or Когда меня не обзывают всякими словами. To try to understand my experience is honest and real, just like yours is. И когда понимают, что мой опыт также честен и реален, как и ваш. To not assume that you know what I need or want, but to ask me. Не делать предположений о том, что я хочу или что мне нужно, а спросить у меня, что я хочу и что мне нужно. But I think mostly it's as simple as treat me like you would want me to treat you. Ну, все это сводится к одному предложению. Для меня уважение мужчины означает, чтобы он относился ко мне так же, как бы он хотел, чтобы я относилась к нему. That's it. Это все. Спасибо. Спасибо, друзья. Следующий вопрос. Пожалуйста, у нас не так много времени осталось. Прошу вас, ваш следующий вопрос. А вот Виталий еще хочет задать один вопрос. Виталик, пожалуйста, твой микрофон.
такой вопрос. Что тебе помогло простить тех людей, которые причинили тебе вред? И что помогло тебе простить саму себя? What helped you to forgive those people who gangraped you? Yeah, and what helped you to forgive yourself? Okay. It took me many years. Это заняло у меня много лет. In fact, when I was 10 years sober, Когда я была 10 лет трезва, I was a speaker at the international conference in Hawaii. я была спикером на международной конференции на Гавайях. And one of the guys who raped me was now a sober member of Alcoholics Anonymous. И один из тех ребят, которые меня насиловали, на тот момент был трезвым членом сообщества анонимных алкоголиков. And after I finished speaking, he came up to me. И после того, как я закончила говорить, он подошел ко мне. And I had a physical reaction. I nearly threw up. У меня была физическая реакция, я почти вырвала. I just started screaming, get away from me, get away from me, get away from me. Я начала кричать: убирайся, убирайся, убирайся. And that was at 10 years sober. И это было, когда я была 10 лет трезва. So it took many years of me taking my own inventory and understanding that I put myself in that position. Это заняло много лет и много сексуальных инвентаризаций, чтобы я наконец поняла, что я сама себя поставила в это положение. And I had to also come to understand that everybody is doing the best they can. И я также пришла к пониманию того, что все делают то, что они считают самым лучшим. That these guys too were children of God, and I didn't know. Go ahead. И что эти ребята, они тоже были детьми Бога. And that I didn't know what problems or pains they had in their lives. Я не знала, какие проблемы и какую боль они проживали в своей жизни. So I was finally able to forgive them and let go of it. Так что, в конце концов, я стала способна их простить и отпустить эту ситуацию. And as for forgiving myself, А что касается прощения самой себя, it was kind of a similar process. I kept taking my own inventory. Это был такой же процесс. Я продолжала делать свою сексуальную инвентаризацию. And I had to understand and accept that I too was doing the best I could. И мне пришлось понять и принять, что я тоже делала то, что я считала самым лучшим. And that I too was a child of God. И что я тоже была ребенком Бога. And one way, what my sponsor made me do early on was to stand in front of a mirror, look myself deeply in the eyes, and say, I love you and I freely forgive all that you've done to me. И как меня учила моя спонсор, я становилась перед зеркалом, смотрела себе глубоко в глаза и говорила, что я люблю тебя, и я прощаю все то, что ты мне сделала. And I had to do that every day for 6 months. И я делала это каждый день в течение 6 месяцев. And I started to forgive myself.
И в конце концов я начала прощать себя. But I still have to try sometimes to practice compassion for myself. Но мне все еще приходится пытаться практиковать compassion. Ай! Сострадание. Compassion, сострадание. Сострадание, ну, сострадание по отношению к самой себе. Yeah. So, but it's hard. Но это тяжело. That's it. Это все. Окей, спасибо. Спасибо. Трофим, пожалуйста, твой вопрос. Да, спасибо, Кейт, спасибо всем. Трофим, алкоголик. Хотел задать вопрос. Чувство юмора, вот насколько оно важно вот для выздоровления, и если это в отношениях тоже вот применяется ли чувство юмора, и как его развивать? Спасибо, спасибо, я трезвый. How important is the feeling of humor in relationship, and what is it needed to develop it in a relationship? I think humor is very important. Я думаю, что юмор очень важен. In fact, in AA, we have Rule 62. Don't take yourself too seriously. На самом деле в АА у нас есть правило 62. Не относись к себе слишком серьезно. And that's where the humor comes from. If you can see yourself in a humorous way, it's easy to bring that lightheartedness into a relationship. И вот откуда идет юмор, вот где он начинается. Если человек способен отнестись к себе с юмором, то он может эту легкость в подходе к себе привнести в взаимоотношения с другим полом. And the humor also comes from understanding I am much like everybody else. Can you repeat it? Because you were cutting up. Oh, I said, and sometimes it's easy to be humorous when you realize you're just like everybody else, but you don't think so. Ага. Иногда очень легко относиться к себе с юмором, как если ты понимаешь, что ты такой же абсолютно, как все остальные, даже если ты так не думаешь. Story. Did you know the story about the guy who was taking his inventory, and he got to the part where he had sex with the parrot? Вы все, наверное, слышали историю о том, где спонсируемый рассказывает спонсору, что у него был секс с попугаем. And he swore that he would never tell anybody, and if the sponsor laughed, he would go get drunk. And so when he told the sponsor in his fifth step that he had sex with a parrot, the sponsor laughed like hell. И он сказал спонсору, что если спонсор будет смеяться над ним, когда он ему это расскажет, то он пойдет напьется и, ну, короче говоря, спонсор пообещал, что смеяться не будет. And the sponsor laughed like hell. Но когда тот ему рассказал о том, что у него был секс с попугаем, спонсор катался по полу от смеха. And the sponsee said, "That's it, I'm going to go get drunk." Спонсируемый сказал: окей, все, я пошел бухать. And the sponsor said, "But first tell me, did your parrot die too?" А спонсор говорит: иди, конечно, но сначала скажи мне, твой попугай тоже сдох? Так что
Юмор везде и во всем. Very important. Thank you very much. Отлично, хорошо, спасибо, Трофим, за вопрос. Вопрос в чате от девушки Александры. Александра, спасибо за вопрос. Вопрос звучит так. Кейт, спасибо. Очень ценный опыт. Девушка, переводи, пожалуйста, если можно. Kate, thank you very much. Your experience is very precious. Вопрос. Что самое важное для тебя в отношениях с мужчиной? What is most important for you in the relationship with the man? Дальше. И что категорически недопустимо как в твоем поведении, так и со стороны мужчины сейчас в трезвости для тебя? And what is absolutely unacceptable in your behavior towards men in relationship and in men's behavior towards you in a relationship? Okay. You get it? Yes. First question, absolutely important thing for me, and I think for all alcoholics, is to the relationship with what can you give, not what can you get. So for me, it's extremely important to wake up every day thinking about what can I give to this relationship. Самое важное для меня в отношениях — просыпаться каждое утро и думать о том, что я могу внести, что я могу дать в этих отношениях. Because we are selfish and self-centered people to the extreme, we alcoholics. Потому что мы эгоистичны и эгоцентричны до предела. Мы алкоголики. And they say alcoholics don't have relationships, we take hostages. Kate, you were cutting down. They say that They say we alcoholics don't have relationships, we take hostages. what is hostage? Say like if you're going to rob a bank and you don't want the police to shoot you, you grab some of the people there and hold on to them. Хостедж – это заложник. Yeah. Спасибо. Sorry, не все слова я знаю в английском языке. В АА говорят, что мы, алкоголики, не имеем взаимоотношений, мы берем других в заложники. So it's important for me, the most important thing in my relationships is to see what I can give and not hold people hostage. Ага. Так что для меня самое важное во взаимоотношениях — это увидеть, что я могу дать этому человеку, а не взять его в заложники. And what's absolutely unacceptable in my behavior with my husband or vice versa, in my opinion and my experience, is dishonesty. И то, что абсолютно неприемлемо в моем поведении по отношению к моему мужу, и наоборот, как показывает мой опыт и каково мое твердое убеждение, это нечестность. Абсолютно недопустимо. The program demands rigorous honesty. Программа требует абсолютной честности, неумолимой честности. And so many of us don't know how to be honest in relationships, but it is critical that we learn how. И так многие из нас, так много нас не знают, как быть честными в взаимоотношениях. Но это критически важно, научиться этому. With ourselves and with our partners. Быть честными с самими собой и с нашими партнерами. So that's all. Спасибо. Следующий вопрос. Валерия, прошу, Лера, включай микрофон. Твой вопрос, пожалуйста. Прошу, Лера.
Спасибо большое, Кейти. Благодарю за хорошую, классную спикерскую, откровенно. Мой вопрос. Как у тебя сейчас финансовая сторона? Ну вот с деньгами. Вопрос с деньгами, отношения твои в трезвости с деньгами. Научилась ли По ты вот сама зарабатывать? Вот как быть независимой женщиной? Не от мужчины, а вот самой, как вот в таком ракурсе? Деньги, мужчины и ты. Hey, did you get it or you need a Независимая женщина. translation? Yes, what? How do I negotiate the financial situation between my husband and I? If you've learned how to be financially independent and rely on yourself, not on the other man. Yeah. Okay. I had to learn very, very early on in AA that I had to practice the seventh tradition in my own life. И я научилась, мне пришлось научиться сразу же по приходу в АА, как использовать седьмую традицию в своей собственной жизни. It may be hard to tell now, but when I was early in the program, I was quite good looking, and men found me very attractive. Может, это сейчас, в это тяжело сейчас поверить, но когда только я пришла в АА, мужчины находили меня очень привлекательной, и я была очень красивой. And I had a lot of men buy me things, take me to dinner, take me on trips. Очень многие мужчины покупали мне подарки, водили меня в рестораны, возили меня в поездки. And I found that I would use them and be dishonest with them about my feelings. И я поняла, что я использую их, что я нечестна, что я не говорю им честно о своих чувствах. So I had to stop altogether. And Поэтому мне пришлось все это прекратить. For many years, if I went to dinner with a man, I would pay my own way. И много лет, если я ходила на ужин с мужчиной, я платила сама за себя. Or if he would pay one time for us, I would pay the next. Или если один раз он платил, я ему разрешала заплатить, то в следующий раз я платила за обоих. Or I would have to find some way to practice the seventh tradition, to be self-supporting through my own contributions. И мне нужно было научиться находить способы применить седьмую традицию для того, чтобы обеспечивать себя саму и делать определенные взносы в каждую ситуацию, мои собственные взносы. Yeah, so yes, I found a way to be independent financially. My Так что я husband, научилась быть самостоятельной финансово. I make more money than my husband, so I pay most of the bills. Я больше зарабатываю, чем мой муж, и я оплачиваю большинство наших общих счетов. And he does a lot of the housework, so А he он can делает, practice the seventh tradition. делает очень много домашней работы, он тоже практикует седьмую традицию. And that's kind of how God has shaped our relationship. But I think it's very important to have financial independence. Ну, таким образом Господь разрулил нашу ситуацию, наши взаимоотношения. Но я думаю, что это очень важно иметь свою собственную финансовую независимость. That's all. Thank you. Спасибо огромное. И как раз это самое время, здесь Максим Алкоголик, самое время сделать напоминание седьмой традиции, благодаря которой наша группа сама себя содержит. Мы оплачиваем коммерческий аккаунт в Zoom, и с этого четверга мы выходим из локдауна, и у нас будет первое этой весной собрание на Подоле.
мужчины, в четверг в 20:00 мы снова собираемся в нашем замечательном помещении на Подоле. Плюс мы принимаем участие, мы как группа анонимных алкоголиков принимаем участие в финансировании различных проектов по донесению смысла наших идей до других алкоголиков. Вот сейчас мы помогаем молодому ИИ государства Грузии. Сейчас мы будем собирать, отправлять книги в Грузию. Поэтому, друзья, у кого есть возможность, пожалуйста, это добровольное пожертвование. Номер карты нашего казначея вы можете видеть в чате этой зум-комнаты. Пожалуйста, обратите внимание, там есть особое примечание по поводу того, что не нужно указывать, за что вы платите, вы просто перечисляете сумму и все. Это как бы это, налоговый вопрос. Обратите на это, пожалуйста, внимание, и мы будем благодарны всем, у кого есть возможность положить в шляпу сегодня денежку. У нас осталось время буквально на 2 вопроса, и мы будем Кейти отпускать уже, потому что... 2 more questions, Kate, and that's going to be it. Okay. Виталий, это самый хит-трик. 3-й вопрос от тебя, пожалуйста. Спасибо большое. Виталий, я начинаю переживать. Я учусь. О! Кейт, скажи, пожалуйста, обращалась ли ты к психологу или к психотерапевту, потому что то, что ты описала, это посттравматический стресс, так называемое, психическое расстройство. Оно бывает не только при изнасиловании, но и у пожарников, у Вопрос. людей экстремальных служб. Суть вопроса понятна, наверное, да? Question. So he wanted to know if I got therapy, right? Yeah. Psychotherapy. Yeah. Yeah. Yes, I have gotten therapy numerous times. Очень много раз я проходила терапию. I worked the steps first. Я сначала прошла шаги. But there are some things, as he knows, that the steps can't fix. Но, как вы знаете, есть вещи, которые шаги не могут исправить. So I would go to therapy and I would get awareness of what's happening, and then I would take that awareness and work it through the steps and give it to God. Так что я шла к терапевту, получала осознание, понимание того, что происходит, потом работала с этим сквозь призму шагов и перепоручала это Богу. And I think therapy and the program of Alcoholics Anonymous can work very well together. Я думаю, что и терапия, и программа анонимных алкоголиков очень хорошо работают вместе. And when I fell in love with my husband and knew that we were going to be together to get married, we went to couples therapy. Когда я полюбила своего теперешнего мужа, и когда мы уже понимали, что мы скоро поженимся, я прошла дополнительно 2 терапию. And we've gone to couples therapy a couple of times over the years. И несколько раз в течение всех этих лет. How long are you married, Kate? 10 years? We've been married. We got married in 2007. So 13 years. Так что за 13 лет нашего брака мы проходили несколько терапий совместных. Just sometimes we need help. Просто иногда нам нужна помощь. And like our therapist says, therapy is too good to waste on sick people.
И как говорит наш терапевт, терапия слишком хороша для того, чтобы ее тратить на больных людей. Ну, такой So- юмор. Anyway, yeah, it's with all the damage that gets done out there drinking, I find therapy has helped me a lot over the years. Весь тот ущерб, который был нанесен мною за годы употребления, я поняла, что терапия для меня была очень полезной в решении этого вопроса. Yeah. Возмещения ущерба. Yeah. And the big book says that we should make use of whatever tools are available to see where religious people and therapists can help us. А большая книга настаивает на том, что нам нужно попытаться увидеть, в чем правы верующие люди и в чем правы терапевты. So, yeah, thank you. Good question. That's all. Спасибо, хороший вопрос. Спасибо огромное. И в заключение, если можно, 2 вопроса от меня. Кейти, вопрос номер 1. Ты только что сказала, что шаги не решают все проблемы. Что ты имела в виду? Какие проблемы не решают шаги? You just said that steps do not resolve all the questions. What particularly did you mean? Which problems steps can't resolve? Okay. So maybe a better way to say that. Может быть, я не совсем правильно высказалась. Лучше было бы сказать, that the steps can't work on a problem that you don't know you have. что шаги не работают по отношению к тем проблемам, о которых вы не знаете, что они вообще у вас есть. So when I was gang raped, my little soul, myself inside of me got crushed. Are you there? Yeah, say it again. When I was gang raped, when I was raped, my little... когда случилось это групповое изнасилование, my soul inside of me was crushed. Душа внутри во мне была сломана. And I was so full of anger and hatred. И я была настолько полна злостью и ненавистью, that I pushed it deep, deep down inside myself. Я постаралась запихать эти чувства поглубже внутрь себя. And I didn't realize I was so angry and so hurt. I had no idea. И я даже не осознавала того, что я живу злобой и ненавистью. И я не понимала, что это вообще во мне есть. And it didn't come out on my inventories when I was writing my 4th step. These deep feelings didn't come up. И я даже не могла прописать эти чувства в своих инвентаризациях в 4-м шаге, потому что я не видела их. But I found myself treating myself and others very badly sometimes. Но я обнаружила, что я иногда очень плохо отношусь и к себе, и к другим людям. So I knew something was wrong, but I didn't know what. Поэтому я знала, что что-то не так, но я не понимала, что именно. So I went to therapy and was able to get to those feelings. Так что я обратилась к терапевту и посредством терапии смогла добраться до этих чувств. And then I was able to take that awareness through the steps. А потом это осознание проработать шагами. And give it to God. И передать его Богу. So that's Понятно? it.
Спасибо. И последний вопрос на сегодня. Кейти, Пожалуйста. скажи, пожалуйста, о чем ты молишься сейчас и какая твоя любимая молитва? Спасибо. Kate, what do you pray for now mostly, and what is your favorite prayer? So mostly I pray the same prayer that I've prayed for the last, I would say, 20 years. В And that основном я prayer- молюсь молитвой, которую я использую последние, наверное, лет 20. And that prayer is, God, I offer myself to thee to do with me as И это thy will. молитва третьего шага. Боже, я перепоручаю себя тебе и прошу тебя создавать и творить со мной, как тебе угодно. Yep. That's the prayer I say most often. Это short- молитва, которую я использую чаще всего. I have a short form. У меня Thy есть короткая will, форма. thy will, not mine, be done. Да исполнится воля твоя, а не моя. And recently I've added one more prayer that I say every day. И недавно я добавила еще одну молитву, которую я использую каждый Божий день. I'm a Buddhist, Я буддист, and it's a Buddhist prayer, и это молитва буддистская. and it basically goes, pure and beyond the world is the Buddha nature of the trainee. О, бррр. Yeah, never mind. So what the prayer is I see God in everyone. Окей. Слова этой молитвы, ну, она от руки завернутая, поэтому я как бы ее так сразу сходу не переведу. Поэтому Кейт ее как бы свела к нескольким словам. Я вижу Бога во всем. Другим, Including ну, myself. включая меня саму. То есть Бог And that, — это все. and that gives me great joy, because when I say that Это- prayer and I mean that God is everywhere. И эта молитва приносит мне большую радость, потому что когда я ее озвучиваю, это помогает мне увидеть, что Бог везде. And I actually see the face of God in everything I eat. You actually see the face of God in what? In every person I meet. Окей. If- Что я фактически вижу лицо Бога в каждом человеке, которого встречаю в своей жизни. It's a joyful place. Так что это очень радостная молитва. So, thank you. Макс, это похоже на то, что есть в Библии. Будь спокоен и знай, что я Бог. Yeah. Прекрасно. Кейт, я надеюсь, ты видишь свою высшую силу. Замечательно. Thank you, it's great. Кейти, спасибо огромное. Спасибо огромное, Ева. Друзья, наше собрание подходит к концу. Девушки,